Привет, друзья! Это Лена Бик, и сегодня я для вас подготовила новогодний выпуск. Вы видите, что я в гирлянде, значит, будет что-то интересное. Сегодня я покажу вам, как сделать елку из волос. Моя модель красивая, Анюта сейчас будет делать ей макияж. Каждую прическу я начинаю с термозащиты, прорабатываю волосы очень хорошо, тщательно. Завивать буду на плойку, диаметр у нее примерно 19 миллиметров, да, я так на глаз сказала, наверное 20 миллиметров. В общем, можете брать любую, как хотите, здесь это не принципиально, потому что елку я хочу сделать небрежную, поэтому я взяла маленький диаметр. Можно, кстати, даже попробовать на афро закрутить, только это будет очень трудоемкий процесс, потому что на афро вам требуется больше времени, чтобы завить волосы. Смотрите, я могу даже не открывать чипчик, просто беру прядь и закручиваю вокруг диаметра. А теперь открываю и снова закручиваю. Без разницы, как вам хочется. Просто когда вы щипчик не открываете, у вас время сокращается, получается быстрее. Вот какие локоны у нас получились, больше как пружинки, потому что накрутка была жгутом. В качестве основы я буду использовать валики. Если у вас есть возможность, купите разных диаметров, самый большой, поменьше и маленький. Начинаю деление. Мне нужно оставить несколько сантиметров вокруг, так скажем, моего каркаса, поэтому я оставляю локоны, а остальное буду собирать в хвост, ровно по центру. Я начешу его, чтобы у меня валики держались лучше. Валики буду крепить невидимками в этот начес, чтобы они не скользили и елка была ровно по центру. Беру резинку и две невидимки. Самое удобное приспособление для сбора хвоста. Вставляю одну и закручиваю резинку, вставляю другую. Получается очень крепко. Надеваю валик, протаскиваю хвост и буду фиксировать невидимкой прямо в этот начес, который мы сделали. Таким образом валик будет жестко стоять на месте. Делю хвостик на 3 части. В одну часть продеваю валик, это уже второй по счету. И также фиксирую крепко невидимками со всех сторон. Последний валик я разделю на 2 части, так как последний наш каркас должен быть самым маленьким. Постараюсь сделать его в форме конуса. Смотрите, это прям верхушка нашей елки. И также крепко фиксирую. А теперь вы поймете, для чего я оставила эти прядки. Смотрите. Валики у меня черные, волосы светлые. Я просто начесываю вот эти остатки и перекрываю черный цвет. Сразу фиксирую лаком и распределяю по поверхности. Поступаю так со всеми прядками. Даже если бы у меня были светлые валики, я бы все равно сделала точно такой же начес. Потому что следующие прядки будут липнуть к волосам лучше, чем просто голым валиком. Оформляю переднюю зону, беру небольшую часть, чуть-чуть подначешу для объема у лица, почищу с воском, вытягиваю несколько прядок для небрежности, закалываю и раскрываю кончики прямо на нашу елку, которая пока непонятно что это елка или нет. Так что давайте работать дальше. Беру следующую прядь, делаю легкий жгут и у основания фиксирую невидимкой, вот так крепко, чтобы прядь не болталась. Раскрываю жгут пошире, чуть-чуть подначесываю, чтобы распушить его. Помогаю спицей, подставляю и фиксирую лаком. Следующее точно так же. Делаю легкий начес для объема. Раскрываю, прислоняю к нашей елке и буду фиксировать лаком. Лак у меня Шварцкопф голубой, я думаю, вы все его знаете. Офигеть, мне уже нравится. Давай, последний вок остался.
С другой стороны все точно так же. Беру прядь, сначала не забудьте зафиксировать ее у основания при помощи невидимки, потому что невидимка держит крепче, чем шпилька. И уже потом разбираемся с кончиками. Просто прислоняем их к елке и фиксируем. Подготовка у этой прически заняла большее время, а сборка происходит очень быстро, потому что по сути тут делать-то нечего. Просто прислоняй прядки и фиксируй хорошо, чтобы они не отвалились. Новый год! Здесь уже Новый год. Елка. Похоже на елку. Конечно. Ну тут еще вот так чуть-чуть побольше. Гирлянда. Симпсон просто отдыхает. Джихун Закирич тоже оценил нашу елку, так сказать. Ну вот сейчас я дотяну кончики, и уже будет похожа форма на треугольник на елку. Конечно, не забудьте эти прядки дополнительно еще зафиксировать невидимками, вот как я сейчас. Я их прошиваю насквозь. Елка у нас будет просто лакшери, потому что будет украшена кристаллами Сваровски. Смотрите, какие красивые. Берем кристалл, я нанизываю его на шпильку и фиксирую прямо на елку. Смотрите, какой роскошный блеск, какое сияние, какая дорогая елка у нас получилась. А вот и великолепный кот Горош. Если вы досмотрели до этого момента, оставьте свое новогоднее пожелание под этой елкой в комментариях, и оно обязательно сбудется. Давайте пожелаем друг другу добрых слов. Увидимся в следующем ролике.